Не начинайте инвестировать, пока не посмотрите это видео до конца. Вы узнаете, куда точно не надо вкладывать свои деньги и куда стоит инвестировать в этом году. Всем привет! Вы на канале Жажда Про. В мире инвестиций существует множество хороших возможностей для увеличения своего капитала, но также есть и сомнительные предложения по инвестированию, которые могут привести лишь к финансовым потерям и разочарованиям. Чтобы вам не пришлось совершать роковых финансовых ошибок, мы подготовили топ-5 опасных способов для инвестирования, которых вам следует избегать. Начнем со способа, о котором благодаря агрессивной рекламе слышал практически каждый. Это торговля на финансовых рынках, в частности на валютном рынке Форекс. Участниками валютного рынка являются в основном международные банки, различные корпорации и инвестфонды, которые нуждаются в обмене валюты для своих деловых операций. Но есть также индивидуальные трейдеры, которые торгуют валютой с целью заработка. Торговля происходит следующим образом. Трейдер открывает позицию на покупку или продажу определенной валютной пары и ждет, пока курс изменится в его пользу. Заработок основывается на разнице между ценой покупки и ценой продажи. Чтобы предсказать, куда пойдет рынок, трейдер использует различные инструменты, такие как анализ графиков и экономические новости. Да, на бирже действительно возможно заработать, однако это удается сделать лишь немногочисленным профессионалам. У нас на канале есть видеоролики на эту тему, где мы рассказываем, как достичь успеха в трейдинге. Но главная опасность кроется в другом. Очень многие брокеры являются откровенными мошенниками. Они убеждают клиентов в легкости заработка на Форекс и других финансовых рынках, дают поверхностные знания и подталкивают к использованию кредитного плеча. А еще могут демонстрировать невыгодные котировки и просто обменивать деньги между своими клиентами, по сути функционируя как бинарные опционы, о которых мы поговорим далее. Засудить их не получится. Обычно такие компании зарегистрированы в офшорах и не подчиняются местным законам. Проверенные брокерские компании мы приведем в описании к этому ролику. А теперь перейдем к бинарным опционам. Этот вариант имеет некие общие черты с фондовым рынком. В обоих случаях трейдеру предоставляют возможность торговать различными финансовыми активами, такими как акции, индексы, валюты и сырьевые товары. На этом сходство заканчивается. В остальном бинарные опционы — это ставки, где можно рассчитывать только на удачу. Основная идея заключается в том, чтобы предсказать, будет ли цена выбранного актива выше или ниже определенного уровня к конкретному моменту времени. Если ваш прогноз оказывается верным, вы получаете обратно вложенную сумму с премией, а если неверным, вы теряете все деньги, которые вложили в опцион. Такая своего рода игра по принципу «все или ничего», в которой практически невозможно победить. Это напоминает букмекерские конторы. Бинарные опционы часто представляются как легкий и быстрый способ заработать. Реклама обещает моментальные результаты и высокие проценты прибыли. Но на самом деле риск потери денег очень высок, особенно для новичков, которые не имеют достаточного опыта и знаний о финансовых рынках. Обещание легкого и быстрого заработка — ничто иное, как обман. Еще один опасный способ инвестирования, который нужно обходить стороной, это пирамидальные схемы, в частности, хайп-проекты. Полное название High Yield Investment Program, что в переводе с английского означает «высокодоходная инвестиционная программа». Хайп-проекты обычно являются мошенническими схемами или нереальными предложениями, призванными обмануть людей и привлечь их деньги. Инвестирование в такие проекты сопряжено с высокими рисками потери капитала, и следует осторожно подходить к подобным предложениям. Принцип работы хайп-проектов состоит в том, что деньги новых вкладчиков используются для выплаты прибыли более ранним участникам, а не реальные инвестиции. С таким подходом всегда кто-то проигрывает, и в конечном итоге пирамида рушится.
Хайп-проекты можно легко распознать по следующим признакам. Вам обещают нереально высокую доходность в кратчайшие сроки. Это заведомая ложь, так как прибыль от инвестиций невозможно точно предсказать. У проекта неясная бизнес-модель. Информации о том, как конкретный хайп-проект генерирует доходы, нет, а схема использования инвестиций крайне запутана. Проект активно рекламируется с помощью соцсетей. Блогеры уверяют, что лично знают организаторов проекта, но при этом не раскрывают их личности. У таких проектов нет регулятора и механизма защиты вкладчиков. Хайп-проекты часто выбирают такие сферы, как криптовалюты, псевдоинвестиции, недвижимость или другие секторы, где законодательство недостаточно развито или неприменимо к их деятельности. Необходимые лицензии у них отсутствуют или являются поддельными. Так что будьте предельно осторожны и бдительны. Вкладываясь в хайп-проекты, вы, скорее всего, потеряете свои деньги. Не позволяйте обещаниям легкой и быстрой прибыли соблазнить вас. Сервисы автоследования — это еще одно место, где можно потерять все свои деньги. Сама идея автоследования весьма привлекательна, особенно для начинающего инвестора. Все, что от вас требуется, это выбрать управляющего на одном из сервисов автоследования, оценив, насколько успешна его стратегия, и доверить ему свои денежные средства. После этого все финансовые сделки управляющего будут автоматически копироваться на вашем счете, а он будет получать с этого определенный процент. И все хорошо, если бы не одно «но». Сервисов автоследования, предлагающих сверхуспешные стратегии, очень много, и среди них немало мошеннических. Опасность нелегальных сервисов заключается в том, что они заманивают доверчивых вкладчиков, показывая несуществующие высокие доходы и гарантируя прибыль. Но на самом деле они обманывают и просто хотят похитить ваши средства. Вместо того, чтобы заработать, вы можете лишиться всех вложенных средств. Теперь пару слов о криптовалютных инвестициях. Есть несколько объяснений тому, почему же мошенники так любят криптовалюты. Во-первых, криптовалюты пока еще не обладают полным и четким законодательством. Мошенники находят лазейки и используют недостатки системы в свою пользу, зная, что здесь меньше шансов быть пойманными и наказанными. Во-вторых, криптовалюты стали очень популярными в последние годы. Многие люди хотят вкладывать деньги в них, и мошенники знают об этом. В-третьих, криптовалюты все еще являются относительно новой и малоизученной областью. Это создает идеальную почву для мошенников, которые пользуются неопытностью людей в этой сфере. Помимо пирамидальной схемы, которую мы с вами рассмотрели на примере хайп-проектов, в мире криптовалют весьма популярен обман инвесторов при помощи фейковых бирж, а также схемы Pump and Dump. Остановимся чуть подробнее на каждой из них. Фейковые биржи криптовалют — это мошеннические платформы, которые выдают себя за настоящие биржи. Они привлекают пользователей обещаниями низких комиссий и выгодных условий. Когда пользователи вносят депозиты, мошенники имитируют торговлю, но не позволяют вывести средства. В конце концов, они просто исчезают, оставляя обманутых пользователей ни с чем. Поэтому важно быть осторожным и выбирать только надежные и проверенные биржи. Лучшие из них вы найдете в описании под этим видео. Схема Pump and Dump переводится как «накачка и сброс». Принцип ее работы такой. Группа мошенников выбирает малоизвестную криптовалюту, курс которой можно изменить сравнительно небольшими вложениями. Они активно распространяют информацию о ее потенциальном росте. Инвесторы под влиянием этих рекомендаций начинают массово покупать эту криптовалюту, что искусственно поднимает ее цену. Когда курс достигает высокого уровня, мошенники продают свои активы, вызывая панику среди инвесторов и резкое падение цены. Те, кто не в курсе махинаций, теряют свои деньги, а мошенники зарабатывают. Это незаконная практика, которая основана на манипуляции рынком и запрещена во многих странах. Но заработать на криптовалютах реально, особенно сейчас.
Главное выбрать известные более надежные криптовалюты, такие как биткоин, эфириум и другие, которые имеют длительную историю существования и широкую поддержку в криптовалютном сообществе. Это делает их более стабильными и менее подверженными колебаниям рынка. Такие криптовалюты имеют потенциал для значительного роста в будущем. Некоторые проекты предлагают инновационные решения, которые могут изменить отрасли, такие как финансы, децентрализованные приложения и смарт-контракты. Вложение в перспективные проекты с инновационными технологиями может принести значительную прибыль в долгосрочной перспективе. Подробнее об этом мы уже рассказывали в наших предыдущих видео. Рекомендуем их внимательно посмотреть. На этом пока все. Если было полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Удачных вам инвестиций!